Главный внутренний сюжет за последние 2 дня, который внезапно стал международным, это скандал между Россией и Азербайджаном. Возник он на фоне массовых рейдов и задержаний представителей азербайджанской общины в Екатеринбурге, где в результате массовых задержаний по делу об убийстве 2001 года, согласно официальным источникам, погибли 2 азербайджанцев. Азербайджан воспринял произошедшее как агрессию на этнической почве. Сразу же последовали задержания в местной редакции «Спутника», одного из ресурсов холдинга Russia Today. Сразу же были отменены все культурные программы, связанные с Россией, отменены концерты российских исполнителей. А уже вчера под жестокое задержание с побоями попали еще уже вообще какие-то случайные российские айтишники в Баку. Сегодня это обсудим. Только напоминаю, если тормозит YouTube, по ссылке в описании вы найдете инструкцию с бесплатными способами обхода блокировок. Среди них есть и Liberty VPN с бесплатным пробным периодом в 1 месяц. Всякий раз весьма интересно наблюдать, как российская пропаганда и официальные спикеры попадают в ситуации, которые выходят за границы обычных шаблонов, на чем эти люди ломаются. Мы с вами вот буквально на днях наблюдали такую историю на примере Ирано-Израильской войны, когда все их естество вроде как вопиет покрыть непечатными словами израильскую военщину и ее заокеанских кукловодов. Но главный заокеанский кукловод здесь Трамп, а ему нельзя слишком портить настроение от первой победы. Дмитрий Медведев в очередной раз начал нести похмельное безумие в своем телеграме. Дескать, хорошо бы помочь Ирану с ядерной бомбой. Но впервые, пожалуй, с 2012 года на него обратил внимание целый президент Америки. И Медведеву пришлось очень быстро побежать оправдываться в англоязычный Твиттер. На это любо-дорого было, конечно, посмотреть. Сейчас история очень похожа. Азербайджан сильно разозлился после скандала с задержанием в Екатеринбурге представителей азербайджанской общины. Буквально за сутки последовала целая куча решений, которые в официальном обороте именуются как недружественные. Запрет на культурные мероприятия, связанные с Россией, отмена концертов российских артистов, разгром редакции азербайджанского радио «Спутник», принадлежащего Russia Today, задержание его персонала. Причем задержание показательное, под камеры, красиво снятое. Не нужно, мне кажется, объяснять, какой была бы реакция российского государства и самой Маргариты Симоньян, случись нечто подобное в другой стране. Симоньян бы уже просила матушку Россию сбросить на агрессора ядерную бомбу, а все ее коллеги дружно говорили бы об очередном проявлении лютой русофобии. Нет сомнений, что будь на месте Азербайджана любая европейская страна, Владимир Соловьев уже бы захлебнулся ядовитой слюной, а упомянутый Дмитрий Медведев начал бы писать про хрюкающих подсвинков. И российский МИД бросился бы в упражнения по самым мерзким оскорблениям и угрозам. Но тут ничего такого не происходит. Дмитрий Медведев взял творческий отпуск. Его телеграм-канал не обновлялся с 25 июня, когда он в очередной раз ругал Украину и Евросоюз. В Кремле сожалеют о решении отменить культурные мероприятия, а МИД обеспокоен отсутствием связи с редакцией «Спутник Азербайджан» во время обысков. Не возмущены самим фактом обысков, а обеспокоены отсутствием связи во время обыска. Всегда словоохотливая Маргарита Симоньян, которая вроде как руководитель задержанных сотрудников «Спутника» и вроде как должна за них горой постоять, просто постит новости об обысках, перемежая их своими глубокомысленными и весьма ценными рассуждениями о засилии нейросетей, которые вот-вот поглотят человечество. Z-Telegram и примкнувшие к ним отмороженные граждане тоже обратили внимание на вот это вот все и бросились писать посты, в которых яростные призывы к активным действиям против Азербайджана и диаспоры, разговоры в духе, мол, Баку вообще-то русский город, бесшовно сочетаются с железной уверенностью, что никакого российского ответа не последует. А ведь Ильхам Алиев не канцлер Германии, на которого можно гавкать безнаказанно и невозбранно. Ильхам Алиев – нефтяной диктатор с большими амбициями, да еще и с надежной крышей в лице турецкого правителя с большими амбициями Реджепа Эрдогана. Одно дело кошмарить каких-то несчастных таджиков на своей территории, за которых никто и никогда не вступится, детей в школу не брать и всячески издеваться. Другое дело всерьез рамсить с Азербайджаном, а значит и с Турцией, которая на секундочку так вдвое нарастила свою долю в российской внешней торговле, став одним из главных хабов по обходу санкций. Сейчас реклама и быстро продолжим, там еще много интересного.
Иммиграция в США – тема, в которой легко потеряться. Формы, сроки, переводы, разные мнения от знакомых. Все это чаще мешает, чем помогает. А ведь на самом деле успешный переезд начинается с понятного плана. Именно этим занимается M&M Document. Это команда, которая помогает получить грин-карту, то есть постоянный вид на жительство в США, через визу талантов. С правом жить, работать и получить паспорт через 5 лет. M&M специализируется на визах категории EB1 и EB2 NIW для тех, у кого есть профессиональный опыт или серьезные достижения в своей сфере. Для них не нужен работодатель, не требуется выигрывать Оскар или получать Нобелевку. Но нужны реальные успехи в вашей области. Вы можете быть IT-специалистом, врачом, ученым, руководителем, архитектором, спортсменом или просто профессионалом своего дела. Список подходящих специальностей и критериев гораздо шире, чем обычно думают. Весь процесс от оценки шансов и выстраивания стратегии до подачи петиции и финального результата команда берет на себя. M&M действует не по набору шаблонов, а точечно работает с каждым кейсом. Офис компании находится в Нью-Йорке. Их специалисты хорошо понимают, как проходит процесс одобрения визы. У них был опыт работы со сложными кейсами и с другими типами виз. 6 июля компании исполняется 3 года. В честь дня рождения они дарят скидку в 20% на подготовку кейса по визе талантов. Действует скидка до 1 августа. Чтобы ее получить, переходите по ссылке в описании. Первая консультация у них бесплатная. Просто отправьте заявку и узнайте, есть ли у вас шанс на визу. Нет сомнений, российские власти будут действовать в том же русле – рандомно кошмарить азербайджанскую диаспору. А для тех, кто ждет решительного государственного ответа, удара по Азербайджану из всех стволов, у нас плохие новости, а может и хорошие. Режим Путина всегда очень хорошо понимает, на кого можно решительно и самоотверженно прыгать, а с кем нужно разговаривать эталонным дипломатическим языком. На задержание представителей диаспоры Азербайджан принялся отвечать ровно так, как от него ожидается. Надо понимать, что при всех сходствах режим там другой. Да, персоналистская диктатура, но особого рода. Она национальная, даже в значительной степени националистическая. Как для любого национального государства, диаспора для Азербайджана не отрезанный ломоть. Когда где-то кошмарят азербайджанцев, неважно, какой у них паспорт, это воспринимается как удар по своим. Любой режим смотрит на мир через призму собственного устройства. И, видимо, Азербайджан считает, что абсолютно любые русские, которые находятся на его территории, с точки зрения Путина, такие же свои люди. Поэтому мы видим, что вслед за сотрудниками местного спутника, которые действительно работают на российское государство, и их задержание может быть чувствительно, под каток дальше просто по признаку гражданства попали совершенно случайные люди. Судя по тем фотографиям, которые мы видели, задержаны и побиты в Баку просто какие-то айтишники, офисные сотрудники. Получается, Баку считает, что если в России громят азербайджанцев, то адекватным ответом будет погромить русских в Азербайджане. Только с российским режимом так это не работает. Не существует никакой общности российского режима с диаспорой за рубежом. Владимиру Путину абсолютно наплевать, что российские граждане могут де-факто попасть в заложники к довольно свирепому режиму. Российская диктатура не национальная. Для режима судьба случайных задержанных, а уж тем более чужеродных для правящих чекистов айтишников, не аргумент. И вообще, в целом, его это не интересует. Очень большое нежелание ссориться с Азербайджаном и его союзником Турцией – это аргумент. А что в ответ на прессинг диаспоры случайным российским гражданам башку проломят в полицейском участке, так это руководство России пофиг. Для российского режима в этом кейсе удивительно сталкиваются традиционные враги, с которыми бороться легко и приятно, с теми, с кем конфликтов нужно избегать любой ценой. С одной стороны, есть азербайджанская диаспора. Как любое этническое меньшинство, ее можно очень ярко и показательно кошмарить на камеру, собирая политические очки. Люди эти перед государством беззащитны, а государственная ксенофобия теперь интегральная часть российской внутренней политики. Мигранты – это привлекательный внутренний враг для российского начальства. Враг, относительно которого можно эксплуатировать естественную для людей ксенофобию, с которым можно бороться бесконечно и, что немаловажно, политически безвредно. Рейды по рынкам и стройкам, внесение и принятие дискриминационных законов, громкие депортации и такое же максимально громкое освещение любых преступлений в России, совершаемых гражданами
Кавказа и Центральной Азии. Все это мы видим постоянно. Этнический национализм создает пространство, где хорошо можно похоронить любую политическую дискуссию. Основные, мол, проблемы у нас не экономические, не коррупция, не вопрос о власти, не война, а мигранты. Понаехали тут, понимаешь, наводят свои порядки. Об этом гражданам можно позволить свободно рассуждать. О том, как русских притесняют в России всякие разные, недостаточно белые люди. Принять новый людоедский закон, закрыть детям мигрантов доступ к школам, со всех собрать биометрию, запретить работать в каких-то отраслях, устроить показательный рейд – это все за милую душу. Это победа над людьми без оружия, которые можно одерживать хоть каждый день. С другой стороны, такие режимы, как азербайджанский, крайне неприятные цели для внешней агрессии. Мы хорошо помним, как Владимир Путин самоустранился от защиты своего формального союзника Армении, когда Азербайджан начал атаковать в Нагорном Карабахе. Мы помним, что никаких возмущений и угроз бахнуть по Баку ядеркой не последовало после того, как Азербайджан весьма недвусмысленно обвинил Россию в гибели своего пассажирского самолета. Путин также очень спокойно реагировал на любые выходки Лукашенко. Никто на груди рубаху за взятого в заложники топ-менеджера Уралкалия не рвал. Как только Путин сталкивается не с демократией, ограниченной правилами и приличиями, а с персонажами, похожими на него самого, а то и с более отмороженными, воинственный азарт и готовность идти на бесконечное обострение сразу куда-то пропадает. В итоге государственные СМИ Азербайджана и его чиновники кроют Путина, на чем свет стоит, а российским их коллегам даже не спустили никакой методички, и они эту тему комментируют очень спокойно, в уныло-понуром ключе. Кажется, что не имея возможности ответить публично, можно отыграться на диаспоре. Ведь все эти рейды и аресты под камеру – товар исключительно для внутреннего потребления. Но обнаружилось, что в данном случае это не так, что репрессии к своим Алиев воспринимает как агрессию против себя, на каковую отвечает унизительно и максимально публично. В итоге, с точки зрения тех, на кого направлена пропаганда ксенофобии, это выглядит совсем не так, как задумывалось политтехнологами путинскими. Дескать, наконец-то взялись за этих нерусских, от которых одна преступность. А наоборот выглядит, как Путину публично бьют по мордасам, а ему и ответить нечем. Вы могли обратить внимание, о самой истории в Екатеринбурге, где в результате полицейского рейда по какому-то убийству 2001 года погибли 2 азербайджанца, мы ничего не говорим. Не говорим потому, что в таких случаях всегда нужно дожидаться разбора от профильных изданий, скорее всего, от медиазоны. Произошедшее может быть чем угодно. Реальным задержанием представителей этнической преступной группировки, разборками за бизнес, или же желанием местных ментов не отставать от чекистов и русской общины и тоже преуспеть в борьбе с лицами подозрительной национальности. Для нас в этой истории существенно то, как репрессии против азербайджанской диаспоры воспринимаются сторонами. Азербайджан это воспринимает как агрессию и реагирует агрессивно. И тот факт, что такое поведение в принципе против России возможно, националистический телеграм-фронт однозначно воспринимает как слабость. Ведь морды в пол кого-то бросить российское государство как бы может. Но когда за это с него начинают спрашивать, то оказывается не способно внятно ответить. Российское начальство, очевидно, пытается действовать двунаправленно. И лицо как бы сохранить, ведь никто задержанных в Екатеринбурге не отпустил, и даже совсем наоборот, задерживают других. И с Алиевым пытаются не разругаться. Решительно действовать против азербайджанцев, но не Азербайджана. Надо тут обратить внимание на уникальное сочетание внешней и внутренней политики. Когда выходит так, что ты выглядишь одновременно и свирепым, отовариваешь почем зря людей по этническому признаку, и слабым, ведь не можешь решительно поставить на место того, кто почем зря отоваривает не просто твоих граждан, но твоих собственных пропагандистов. Именно в этом заключается какая-то удивительная бесполезность российского режима для всех и каждого в любой ситуации. Казалось бы, вот ты, может быть, неплохо живешь при свирепом режиме, который любого человека на своей территории может растоптать просто по прихоти, будь то мигрант или свой гражданин, неважно. В режиме, который ведет большую войну и всем без конца угрожает большой войной. Казалось бы, оборотной стороной этого дела должно стать ощущение безопасности за границей, как минимум в других автократиях, чтобы никто не смел тебя трогать по беспределу, помня о твоем отмороженном начальстве. По идее, твое отмороженное начальство должно быть страховкой от выхода чужого отмороженного начальства.
А происходит ровно наоборот. Свое начальство не просто не защитит от тех, от кого надо бы, от азиатских деспотий, не европейских демократий. Свое начальство еще и обязательно что-нибудь такое выкинет, что от чужого ты получишь по морде просто потому, что гражданством не вышел. Изумительное выходит сочетание пакостливости и трусливости. Мы множество раз говорили, в государстве есть вещи, с которыми лучше не экспериментировать. Например, с войной. Она может выглядеть привлекательной политтехнологической игрой, ровно до тех пор, пока тебе не начнут отвечать всерьез. Тогда вдруг может оказаться, что маленькая и победоносная война превратилась в многолетнюю и кровавую. Или что противник внезапно поубивал половину вашего силового или политического руководства. Национальная карта тоже выглядит очень привлекательно, если вы живете в поисках врага, которого нужно побеждать быстро и безвредно для себя. Поунижать тех, кто и без того у вас в правах поражен, переключить общественную дискуссию на ненависть к чужакам и страх перед ними – это вполне рабочий политтехнологический инструмент. Но разжигание ненависти внутри своего общества – действие не бесплатное и не безвредное. Рано или поздно те, до кого вы докапывались просто из-за происхождения, начинают организованно мстить, и вымышленная этническая преступность становится реальной. Кроме того, как в нашем случае может оказаться, что вообще-то те, кто приехал, для своей родины не чужие. Что родина воспринимает такое поражение в правах, репрессии и унижения на свой счет. И государство, которое в принципе было вам в каком-то роде союзником, ну уж по крайней мере не врагом, начинает вас в ответ унижать. Ваша политика, направленная вроде только на внутреннее потребление, будет услышана вовне. Вовне услышат, что вы кого-то записали во второй сорт, просто по происхождению, и захотят отомстить. И тогда уже окажется, что целое государство не то же самое, что бесправный мигрант. Оно вас потаскает лицом по столу, и вы ничего не сможете с этим поделать. Нет ничего более опасного, чем сознательная политика эксплуатации ксенофобии, которой промышляет сегодня Путин. Счет за поступки вроде лишения детей доступа к школам в будущем еще придет. Бледный вид в конфликте с Азербайджаном, которого могло и не быть, будь у кого-то хоть грамм сознания, это уже платеж за глупость, но пока еще не столь значительный. До завтра.